Друзья мои, всем огромный привет! Приветствую вас на нашем цветочном канале, на нашем орхидейном и хуечном канале. Ребят, у нас сегодня в Одессе прохладно, нас замело, но у нас есть и хорошие новости. У нас есть новые свежеоткрывшиеся бутоны. Девочки, я балдю с этой Измаэли. 4 бутона, но каких? Сейчас вам порассказываю, что тут у меня происходит в моем тропическом саду. Ребят, переживаю за орхидеи, как и вы все переживаете за свои цветы, за своих животных, за своих близких. Ну, что поделаешь. Вот сегодня у нас было всего лишь 5 часов света. А этот стеллаж был под освещением буквально 1,5 часа. Ну, вот так. Тот свет, который от окна, вот это и все, что получают мои орхидеи на сегодняшний день, ребят. Ну, они стараются для нас, цветут. Они, конечно, стараются для насекомых, но мы радуемся их цветению, как те бабочки и пчелки. Сейчас переключу камеру и покажу, что там у меня нацвело, девочки. И в этом видео я покажу не только свои орхидеи. Оставайтесь вместе со мной. Мы с вами посмотрим видео девчонок, кто выслал мне в рамках проекта цветения орхидей в разных условиях, в разных странах, в разных городах. У меня есть 2 сюжета на сегодня для вас. Мы полюбуемся цветением орхидей, девчонки, у вас. Так что оставайтесь. Так, ребят, ну эта красотка вообще супер. Зимние краски просто завораживают. Ну, ребят, ну вот не формировала, вот как есть. Как есть. Крупный достаточно цветочек. Очень интересный. Девочки, гляньте. Не знаю, кому нравится вот такая расцветка. Смотрите, этот вот такой. Больше бордо, да? А здесь нет. Здесь как-то, ну, в принципе, похоже, но по яркости меньше. Так, Тамара моя, бабулетка, старается тут вовсю, доращивает свои краюшки с цветоносами. Видите? Тут мне тычет своей мордочкой Тоши. Говорит, покажи, покажи меня, пожалуйста, мой первый цветочек. Смотрите, какой классный, да? Замечательный. Он прям, девочки, такой неоновый-неоновый. Видела бабочку в исполнении Тоши. Ну, тоже прикольная, ну, классический Тоши. Красив тоже. И вот здесь такая, видите, розетка. Это не Тошина розетка. Тоша вот здесь поскромнее. В закрытой системе. Девочки, поливала на этой неделе. Еще влажненький. Это здесь бабочка кимоно. Тоже 2 цветочка. Вот такая веточка. Посмотрите, какая кимоно интересная. Кстати, девчонки, она очень, мне показалась, неприхотливая, такая умница. Так, и вот золотое яблоко продолжает свои распуски. Смотрите, какое классное. Так красиво укладывает цветочки на цветоносе. Умничка. Они тут с Тамарой прям, знаете, одна цветовая гамма. Так, спряталась моя азиатская скрипка. Красотка, девочки. В прошлом сезоне 2 цветоноса совершенно разного окраса. В этом сезоне цветонос 1. И 4 цветочка. Немного. Ну, вы знаете, многие девчонки жалуются, что орхидеи в этом году цветут не так пышно, как в прошлых сезонах. Ну, что-то это, видно, с какими-то биоритмами связано. А возможно с тем, что орхидеи, как и все растения, после, знаете, такого пика своего цветения отдыхают. Слушайте, вчера посмотрела, девочки, и смотрю, тьфу-тьфу-тьфу, угадайте, чей это цветонос.
Такой, видите, богатый. Обещает быть, учитывая, что у этого фаленопсиса очень крупный цветок. Это красавчик Юкидан, девочки. Слушайте, вот набирает цветонос наш Патрик. Уже вот такой большой цветонос. Вот его бутончики. Красавчик. Так, ну тут много чего интересного из распусков. Sparrow Cat. Какой такой, знаете, как, может, я неправильно произношу, Sparrow Cat. Короче говоря, он у меня в плагроне, обратите внимание. Корешки нормально, полет нормальный. Ну, кстати, это фаленопсис не такой уж прям особо вредный, но мой экземпляр вредный, поэтому пошел в плагрон. Вот так вот он выглядит. Этот воробьиный кот, кот-воробей, непонятно. Sparrow Cat. Девочки, может, я что-то неправильно перевожу, но что-то такое вот. Коты и воробьи. Такая бабочка интересная. Всего лишь 4 бутончика, но он из маленького растит у меня свой размер, поэтому он небольшой. Так, только вот сегодня открылся в темноте бутончик. Вот так вот радует, радует, радует. Я вам скажу, по опыту прошлого года, у этой бабочки очень продолжительное, долгое цветение по времени. Вот такие вот отметки на листьях, как бы как отеки, с которыми она пришла ко мне. Ну вот, новые листики уже неплохо растут, и в плагрон растут корешки. Так, и хочу вам показать еще вчерашний мой восторг. Открылся первый бутон. Посмотрите, какой красавчик. Joy Angel Voice. У меня по сорту. Сейчас я вам покажу, в чем он сидит. Тоже, слушайте, что-то в последнее время по 4 бутона. Девочки, как у вас? 4 бутона. Первое цветение. Joy Angel Voice. Правильно я прочитала? Да. Может, надо говорить не Angel, а Ангел Voice? Не знаю. Ну, написано, что панда. Ну вот, такая вот ангельская панда. Джо это садовник. Смотрите, какой красивый. Да? Пилорик. Ну, это бабочка. Мутация, как мы называем, бабочка. Вообще фаленопсисы, они все бабочки. Смотрите, прикольно как. О, девочки, вот эта парочка. Смотрите. Здорово, да? Они как будто от одних родителей, но разные. Посмотрите, насколько крупнее эта красотка. Да, вот так вот. Как она у меня посажена? В живой мох. Там ее мох, всего лишь 2 листика. Она, по-моему, скинула вон листик, да. Скинула, видите, вон. Я чешуйку еще не убрала. Вот так и растет. Корешки уже есть на дне. Они сейчас влажные, их просто плохо в мхе видно. Кэт, конечно, котик намного мельче в сравнении с этим красавцем. Вау. Сейчас покажу вам еще кое-кого здесь. Нырнула вчера сюда на полочку и порадовалась. Это мой Hot Kiss. Азиатский, девочки. Ой-ой-ой-ой-ой. Он в прошлом году меня радовал. Так, мне бы как-то его поставить, чтобы вам показать. Сейчас, девочки. И негде поставить. Нужно специальное место для того, чтобы смотреть на орхидеи. Ой, красавчик какой. Сейчас. Специальным местом был выбран пол. Девочки, сейчас просто нет света, видите, и обзор такой немножко, видите, еще не совсем удачный из-за того, что нет подсветки, но все равно красиво. Еще и пасмурно на улице. Вы знаете, он, кстати,
тоже мною не пересажен, девчонки. Смотрите, его старый ком мха, с которым он приехал, а вокруг этого мха, то есть я его закрепила кусочками коры. Вот так вот он и живет здесь, в такой вот посадке. Но он не растерялся и начал растить листики. Цвел в прошлом году неплохо. По-моему, цвел, да. А ну-ка, девочки, где его старый цветонос? Вот, с этой стороны. Слушайте, что-то в последнее время многие орхидеи выдают цветоносы с одних и тех же пазух. Это у меня уже не первое наблюдение. Вот здесь вижу аналогично. Видите, какой красавчик. Мой голландский экземпляр благополучно отправился в Орхарай. Сколько я с ним... Помните видео мои про хоткиса голландского? Сколько я над ним чаклувала, колдовала. А смотрите, какая разная губа у него, да? Здесь так, а здесь немножко больше бордо. Интересный. Так, а этот цветочек? Вот. Вообще хоткис считается таким, знаете, непростым, как по мне, в моих условиях. Мне так показалось. Может, у кого-то успешно они растут. После голландского у меня как-то настроение подпортилось. И желание поубавилось его приобретать. Но я рискнула и решила попробовать азиатский вариант. Он, в принципе, визуально особо не отличается от голландского. Учитывая, что голландцы очень часто закупают материал у азиатов, короче говоря, и просто выращивают в своих теплицах. Может быть, сейчас уже что-то изменилось, но раньше было так. Ну, в принципе, пока что второй год, полет нормальный. Что будет дальше, не знаю. Девочки, боюсь даже его трогать. Поливаю вот так вот сюда, аккуратненько наливаю водичку. Она стекает сюда в блюдце, и все. Боюсь его перелить. Ну, вижу, что влажный. Короче, вот такой красавчик. Вот так вот. 6 бутонов в этом сезоне. В прошлом сезоне я не помню. Наверное, тоже было около того. Кто б мог подумать? Кто б мог подумать? Наконец-то я тебя узнаю. После летнего цветения этот красавец, этот невероятный пениф вновь в своих ярких красках, девочки. Он у меня переехал в закрытую систему, всех поливала на днях. Думаю, полью, пока есть отопление, пока все нормально. Ой, хотя оно слабенькое отопление, но 20 градусов здесь есть. Ну, уже чуть меньше, 19. Но им нормально. Сильно не заливала, там на пальчик воды налила, так чуть-чуть. Чуть-чуть. Листья у него большие. Девочки, действительно крупный фаленопсис. Но я успела подвязать его цветонос, причем я его чуть не сломала, девочки. Пока он был пластичный, я его прям силком вот так выгнула. Представляете? Ну вы видите. Прям силком притянула его к держателю. Захотела, чтобы он такой вот форму вверх, вертикальную приобрел, чтобы я, короче, его не ловила там где-то на стеллаже, а чтобы я могла на него красиво, ну, в общем, подойти, чтобы он красиво на меня посмотрел. И чтобы я его красиво увидела. Видите? Жить хочется красиво. Короче говоря, смотрите, в прохладе играют роль температуры на окрас цветочков у фаленопсисов. И вот в жару он просто был вот таким вот, как в серединке, просто розовым. Бордо ушло. Был такой блеклый, не очень. Но вот сейчас в прохладе он такой красавчик. Девочки, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 бутончиков. Надеюсь, что ничего, никакого форс-мажора не произойдет. Впереди у нас холодная неделя, отсутствие света. Но здесь возле окна у них достаточно света у фаленопсисов. А вот насчет тепла, это дело такое непостоянное. Ну вот все, полила пару дней назад, теперь вот недели 2 поливать не буду, но буду смотреть.
В общем-то, вот такой красавец. А здесь вот букет. Букет в исполнении красавца «Звездное небо». Ой, так хочется его развернуть, но боюсь, что он тут сейчас как упадет. Смотрите, какой красивый. Вижу, бабочка есть в продаже. Magic Art. Волшебное искусство. Магическое. Вот еще один цветоносик тянет. Но он, конечно, благодарный. Благодарный. Молодец. Тут цветонос формируется в окошко, смотрит. Такой каскадик. Это моя желтая орхидея. Классная. Беляночка моя тоже радует. Ой, девочки, сейчас я с той стороны пройду. Обогну, так сказать. Кстати, пират Пикот. Растит один цветонос. И вот второй идет. Это не бабочка, это просто стандартик. Тут у меня так улегся. Улегся. Так, я обошла, чтобы показать вот эту прелесть. Вот она. Видите? Белоснежка. Белоснежка. Так, ну и котик. Котик, красавчик. Котик открыл уже все бутончики. Вчера любовалась, стояла им. Вот первый цветочек такой красивый. Я вам его показывала. И вот, смотрите. Такая зеленца у него просматривается на петалях. Ой, девочки, на сепалиях. Получается, да? Верхняя и две нижних — это сепалии. А вот эти два крылышка — это петалии. Правильно? Правильно. Красавчик. Ой, какие они сейчас все зимой яркие, нарядные. Просто вау. Так, но здесь еще у меня Сейн выгоняет стрелку цветочную. Короче, девочки. Ой, такая красота. Ну и закончим наш хит-парад. Орхидея с двумя цветоносами, которые я прям, знаете, не могу оттуда снять. Хоя завила ее. И я хотела снять и поставить поближе, чтобы ей любоваться. Не получится. Хоя обидится и отсушит ус. Поэтому вот так любуюсь. Она там под лампой, два цветоноса, розовая красотка с белой серединкой. Девочки, я не знаю, как она называется. Сейчас вам поближе покажу. И Джулия здесь тоже разбавляет желтеньким краски. Зелень на полочке. Так, ну и жду я вот, смотрите, сегодня Тайсука Анна, вторая. Одна цветет на полочке, это еще одна. Открыла первый бутон. Ну, их два. Это вообще малышка. Уже второе будет цветение у нее. Вот цветонос прошлого сезона. Тайсука Анна. У меня и одна, и вторая в плагроне сидят. И нормально, тьфу-тьфу, нормально пока. У той, кстати, тоже, по-моему, 3 листа. И тоже 2 бутона. Представляете? И жду, девочки, с нетерпением жду вот эту красоту. Я не знаю, кто разбирается там в бутончиках. Гляньте. Бутончики. Сейчас я поставлю вниз, чтобы мы с вами не трепали ее. Так, я корни смотрю в плагроне. Бабочку посадила. Я не знаю, бабочка ли это, но она у меня покупалась. Сейчас я вам скажу, как она называется. Я вам уже показывала. Dream Diamond. Dream Diamond. Кто это будет? Осталось ждать недолго, чтобы узнать. Хороший такой кустик. Девочки, ну-ка, что вы скажете? Бабочка это вот? Посмотрите на бутончик у Dream Diamond. Или это пилор? Или это, не знаю, ну вроде как там какая-то должна быть горбинка, не горбинка. Ну вот, Dream Diamond. Не цвел он ни разу. Вижу, ни у меня, конечно же, ни у садовника. У садовника тоже нет следов от цветоносов. Кто це буде, я не знаю. Бутоны я не раскрываю. Фигню не страдаю.
не ковыряюсь. Что там, господи, подождать недельку? Ну, может, больше. Посмотрим. Ну, интрига. Интрига. Вот рада, что пандочка Angel Voice открылась по сорту. Ну и вот это вот, может быть, порадует. Так, девочки, ну а теперь и мальчики, идемте посмотрим на ваши орхидеи. Всем приятного просмотра. А девчонкам огромное спасибо за то, что присылают и фото, и видео своих красавиц. Очень интересно посмотреть, какие у вас фаленопсисы, какие гибриды у вас, сорта какие, кто вам больше нравится. Вообще здорово, что у вас там посажено. Пишите, девочки и мальчики, высылайте на Facebook Анна Ярощук ваши видео и фото. Мы все посмотрим, полюбуемся. Мы как бы все любим поделиться радостью цветения своих орхидей. Всех обняла! Друзья мои, ловите букеты из Винницы с любовью от Людмилы. Солнечный, теплый привет в эти зимние дни шлет нам Елена из Греции. Ребята, любуемся орхидеями. У Елены прекрасные орхидеи. Спасибо, Елена. Большое спасибо, девочки, за ваше весеннее настроение и за красивые букеты ваших домашних орхидей. Всех обнимаю.